Сравнение пулеметов. Единый пулемет МГ-42, а это 12 кг плюс запасной ствол 2 кг. Боекомплект патронов по 1500 на ствол. Тоже груз хороший, как и пулемет. А это 5 коробок по 300 патронов в лентах, по 10 кг каждая. Плюс эффективное использование на 600 метров, а по одиночным целям на 400. МГ-42 разрабатывался под определенные требования. Это единый пулемет, максимально дешевый в производстве, максимально надежный и с высокой огневой мощью, достигаемой высоким темпом стрельбы. В конструкции МГ-42 использовались некоторые детали пулемета МГ-34, но в целом он являлся оригинальной системой с высокими боевыми характеристиками. Более высокая технологичность пулемета достигнута применению штамповки и точечной сварки. Короб вместе с кожухом ствола изготавливались из единой заготовки, тогда как у МГ-34 это были две отдельные детали, изготавливаемые на фрезерных станках. В МГ-42 отказались от возможности подачи ленты с любой стороны, возможности магазинного питания и переключателя режимов огня. Число деталей было уменьшено до 200. В результате стоимость МГ-42 по сравнению с МГ-34 уменьшилась примерно на 30%. По сравнению с МГ-34 у МГ-42 были свои недостатки, невозможность вести одиночный огонь и меньшая жизнь пулемета, вследствие удешевления конструкции. Война, надо экономить на всем. Спусковой механизм находился в рукоятке управления огнем и позволял вести только непрерывный огонь. Питание пулемета патронами из гибкой металлической ленты, единой с лентой пулемета МГ-34. Одна лента может присоединяться к другой при помощи патрона, длина снаряженной ленты может быть увеличена. Как и в пулемете МГ-34, проблема перегрева ствола решалась путем его замены. Смена ствола требовала от 20 до 30 секунд, в зависимости от опытности пулеметчика, и не приводила к задержкам в бою. Излишне высокий для пехотного пулемета темп стрельбы приводил к перерасходу боекомплекта. А это низкая кучность. Все решался конструктивно, с 1250 до 800 выстрелов в минуту. Если менять позицию, невозможность стрельбы на ходу при отсутствии второго номера. Низкая надежность и частые неустранимые задержки и поломки. Особенно часто ломался затвор, при выстреле в недозакрытом затворе, из-за скопления нагара в надульнике и ствольной коробке. Любое загрязнение для МГ-34 и МГ-42 было фатальным. Вот такой интересный, но капризный пулемет.